Всем привет, меня зовут Жанна, и это мой канал о вязании. Сегодня я хочу поговорить с вами о знаменитом норвежском свитере Мариус, рассказать немного о его истории и также показать подборку фотографий, идей для вдохновения вязания Мариуса. И для начала давайте немного о Норвегии. Королевство Норвегия располагается в западной части скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов. В Норвегии на сегодняшний день проживает немногим больше 5 миллионов человек. Столицей Норвегии является город Осло, но все первые упоминания о норвежском вязании вообще, в принципе, в целом, зафиксированы в городе Берген. Вязание процветает в Норвегии несколько сотен лет, но хорошо знакомые нам цветные свитеры с замысловатыми узорами – сравнительно недавно возникшая традиция. Вязание из разноцветной пряжи пришло в норвежскую моду в середине XIX века и быстро распространилось, став почти норвежским национальным костюмом. Одно из первых вязаных полотен, найденное в Норвегии, было обнаружено в Бергене в захоронении и предположительно было иностранным. Первое письменное упоминание вязания в Норвегии было обнаружено в инвентаризационной описи 1566 года, найденной также в Бергене. Там упоминается пара старых вязаных шерстяных носков, предположительно привезенных с Фарерских островов. Архивные записи 1630 года говорят, что ремесленным вязанием занимались в норвежских прибрежных областях Рогаланда и Трøndelag. В XVIII-XIX веках вязание стало широко известно на большей части Норвегии. Первый учебник по вязанию в Норвегии «Домашнее рукоделие» как школьный предмет, автором которой являлась Мария Россинг, был опубликован в 1880 году. В XIX веке в Норвегии вязание было обязательным предметом в школах, и даже сегодня норвежские дети учатся вязать в начальной школе. Все норвежское побережье было известно производством разнообразных цветных свитеров. У некоторых моделей свитеров были отличительные детали и узоры, которые означали местную традицию. Другие же, наоборот, создавались под влиянием других стран и регионов, например, Балтики. Классические норвежские свитеры еще в XVII веке имели три стиля – фана-свитер, сельбо-свитер и сетесдальский свитер. Изначально вязание как ремесло было занятием исключительно низших сословий норвежского общества. Примерно в начале XVII века в Бергене была создана школа вязания, чтобы обеспечить источник дохода для нищих и сирот. Модным вязание стало гораздо позже, так как позволяло экономить солидные суммы на импортных свитерах. Кроме того, дамы высшего сословия стали вязать шали и носки для благотворительных ярмарок в пользу бедных сограждан.
И давайте поговорим непосредственно о самом Мариусе и его истории. Традиционные цвета норвежского Мариуса – это черный, синий в сочетании с красным и белым. Традиционный орнамент геометрический, самый распространенный – это восьмиугольные звезды. В наши дни норвежские свитеры пользуются огромной популярностью во всем мире. Они постепенно стали популярны и у нас в России в том числе. Но в нашей стране мало кто слышал о королеве норвежского свитера, дизайнере и фотомодели Унн Сёйланд Дале, которая создала уникальный норвежский свитер Мариус. Особенную популярность норвежские свитеры получили именно благодаря Унн Сёйланд Дале, которая работала моделью в Лондоне и Париже, а затем стала успешной бизнесвумен и создала известный на весь мир свитеры Мариуса, эскимосский с круговым узором, свитер со снежинками и не менее знаменитые свитеры с оленями. Родилась Унн Сёйланд в маленьком Хаугесунде в 1926 году. Родители утверждали, что вязать она научилась раньше, чем читать. В школе Унн продолжала вязать на уроках, чем очень сильно раздражала учителей. Причем, когда у нее отбирали одну работу, она немедленно доставала из сумки другую и продолжала вязать. Унн просто не могла остановиться. Несмотря на серьезное увлечение вязанием, девушка хотела учиться на архитектора, но в результате выучилась на учителя, а потом поехала совершенствовать английский и французский в Англию и Францию, после чего стала работать стюардессой в одной из норвежских авиакомпаний. Унн стала одной из первых женщин-стюардесс. До этого в компании работали исключительно мужчины-стюарды. Через несколько лет Унн уволилась из авиакомпании и стала манекенщицей в Париже у таких известных кутюрье, как Пьер Карден и Кристиан Диор. Я думаю, многим известно, что между кастингами и показами мод на подиумах у манекенщиц есть перерывы. В те моменты, когда коллеги занимались своей внешностью или просто отдыхали между выходами, Унн вязала, чтобы не сидеть просто так. Она вязала с упоением и беспрерывно. В результате у нее стало появляться много уникальных вязаных вещиц, которые с удовольствием покупали ее же коллеги по подиуму. Вскоре заказы на ее творения стали поступать и от друзей ее коллег и знакомых. Когда количество заказов стало расти, Унн открыла фирму, которую назвала Lilland Spot. Случилось это в 1953 году. Дела у фирмы Унн пошли так хорошо, что в Лондоне и Париже были открыты фирменные магазины, а Унн поняла, что дизайн вязаных изделий – дело всей ее жизни, и вернулась домой в Норвегию. Фирма стабильно развивалась, заказы на одежду приходили со всего мира, и одной Унн было непросто справиться. Через несколько лет Lilland Spot стала одной из крупнейших фирм по производству вязаных вещей в мире и самой крупной в родной Норвегии. Самыми известными моделями, которые придумала Унн Сёйланд, стали эскимосский свитер, слалом, финмарк, снежинки, Мариус 1 и Мариус 2. Мариус по праву считается самым популярным свитером в Норвегии на протяжении последних 60 лет.
Он был создан в 1953 году и получил свое название по имени альпиниста и летчика Мариуса Эриксона. Он сыграл главную роль в фильме «Троллый Орд», что в переводе с норвежского означает «все сбывается». Фильм снят был в 1954 году. И в этом фильме все персонажи были облачены в свитеры от Ун Сёйландали и меняли их практически в каждой сцене. После премьеры в Норвегии начался свитерный бум. Все от мала до велика хотели приобрести для своего гардероба свитер Мариуса, обязательно в цветах национального флага Норвегии – красно-сине-белого. В 1958 году Ун назвали первой в Норвегии женщиной, сделавшей карьеру предпринимателя. В конце 1950-х в маленькой Норвегии это событие стало экстраординарным. Сама Ун утверждала, что секрет ее успеха заключался в пробуждении интереса у норвежцев к национальному искусству и народным корням, ведь свое вдохновение она черпала именно там. Странно и нелепо было то, что на протяжении многих лет Ун приходилось бороться за авторские права на собственные схемы своих свитеров, и только в конце 1990-х годов Верховный суд Норвегии постановил, что она имеет все права на свою же интеллектуальную собственность. Так как в Норвегии очень развито вязание как ремесло, многие посчитали, что Ун просто немного видоизменила национальные норвежские узоры на свой лад. Но это далеко не так. Многие она создала и разработала сама, как в случае с эскимосским свитером, а часть действительно переработала, но так, что авторского в них стало больше, чем народного. В наши дни свитеры, созданные самой Ун Сёйландали, то есть связанные ее руками, хранятся в Норвежском музее декоративно-прикладного искусства, и каждый норвежец и также гости из других стран могут увидеть эти произведения прикладного искусства своими глазами. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, и вы с удовольствием послушали историю норвежского свитера Мариус. Также я надеюсь, что вам понравилась и моя подборка моделей свитеров Мариус. Ну а я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующих обзорах.